Всем привет из города Инчхон, Южная Корея. Сегодня я для вас записал одно видео. Это видео осмотра автомобиля Hyundai Sonata 8-го поколения 2020 модельного года. Данный автомобиль был куплен за 26 тысяч долларов. И чем же интересен данный автомобиль? Автомобиль полной комплектации, большой набор опций, а также он агрегатирован атмосферным двухлитровым двигателем SVVL. Итак, начнем осмотр. Производитель придал экспрессии внешнего вида автомобиля, но он получил массу обновлений не только в экстерьере. В данном обзоре постараемся рассмотреть эти изменения ближе. Впереди машины красуется новая оптика с ходовыми огнями, плавно переходящие в хромированную окантовку, идущая от капота через весь кузов к задним дверям. Радиаторная сетка придает внешнему виду агрессивности, а бампер имеет хромированную отделку. Покатый капот и фигурный бампер создают образ самоуверенной улыбки. В Южной Корее модель называют четырехдверный купе, но сбоку модель совсем не похожа на купе. Она имеет удлиненный капот и покатую крышу, плавно переходящую в небольшой аэродинамический спойлер. На дверях сделаны выштамповки. С тыльной стороны картину завершает уникальная оптика стоп-сигналов, соединенная светодиодной полосой. Размер автомобиля уже позволяет переместить его в категорию Е. По сравнению с 7-м поколением данная модель стала больше. В колесных арках разместились алюминиевые колесные диски с радиусом 16 дюймов. При желании можно заказать аналоги на 17 и 18 дюймов. Данный автомобиль построен на новой платформе DN8, в основе которой лежит цельнометаллическая конструкция кузова с применением высокопрочной стали. Sonata получила усиленные подрамники и жесткие рычаги, подвеска привычная McPherson спереди и многорычажная независимая сзади. Все эти компоненты обеспечивают минимальный крен при вхождении в поворот. Благодаря наличию стабилизаторов как спереди, так и сзади автомобиль не раскачивает на неровные дороги. Данная модель обладает хорошими аэродинамическими свойствами, благодаря этому Hyundai Sonata 8-го поколения динамична, хотя силовые агрегаты стали немного слабее, чем у предшественника. Здесь у нас использован двигатель, который использовался в предыдущих генерациях. Это двухлитровый мотор мощностью 150 лошадиных сил. В модельном ряду присутствует гибридная силовая установка, на основе которой двухлитровый Smart Stream, в паре с ним устанавливается электромотор. Совокупная мощность гибрида составляет 192 лошадиные силы, правда эти модификации пока недоступны в странах СНГ. Несмотря на стильный внешний вид, на дороге автомобиль оказался не такой спортивный. Атмосферный двигатель немного скучноватый в плане динамики, и расход тоже не сильно радует. Благодаря тому, что все настройки теперь можно выполнять на сенсорном экране и на руле, торпеда стала не таким массивным. В салоне стало заметно просторнее. Однако такое исполнение будет в машинах с более дорогой комплектацией. В данном автомобиле есть расширенные опции, такие как аварийное торможение, интеллектуальный круиз-контроль, предупреждение от столкновения в слепой зоне и при движении задним ходом, а также большая панорамная крыша. Постепенно все автопроизводители начинают отказываться от привычных рычагов переключения режимов езды в моделях с автоматической коробкой, и южнокорейская Sonata не исключение. Салон нового автомобиля выглядит очень благородно, на рабочей панели практически отсутствуют какие-либо переключатели. Все настройки перенесены на мультируль с удобным рельефом для хвата рук. На консоли расположился мультимедийный сенсорный экран на 10 дюймов, приборная панель тоже выполнена в современном стиле и лишена привычных датчиков. Вместо них за рулем разместили 12-дюймовый монитор.
Благодаря тому, что все настройки теперь можно выполнить на сенсорном экране и на руле, торпеда стал не таким массивным. В салоне стало заметно просторнее, однако такое исполнение будет в машинах с более дорогой комплектацией. Как показал обзор, Hyundai Sonata 8-го поколения получил много изменений, но не дотянул до повышения в классе. Данный автомобиль подходит для семейных водителей, скажем так, средних лет, кто любит более-менее размеренную езду. Итак, мы с вами сделали сегодня краткий обзор Hyundai Sonata 8-го поколения. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока!